Левашов в своих выступлениях как-то раз рассказывал, что на востоке России, в бескрайних лесах, стоят заброшенные полуразрушенные античные города. Подписчики мне неоднократно писали, что во время добычи нефти случайно находили города. Все это звучит, конечно, фантастично. Но есть ли еще доказательства, что на данной территории когда-то была высокоразвитая цивилизация? Если посмотреть на старые карты, то на них мы можем увидеть такое образование, как Скифия. Города там, естественно, присутствуют. Согласно учебнику истории XVIII века, Скифия – прежнее название России. Вот эта карта 1706 года мне нравится своей детализацией. На ней от Северного Ледовитого океана до Москвы есть множество городов, которых сейчас нет. Нет упоминаний этих городов и в старинных летописях, из-за чего возникают сомнения в их подлинности. Проверять гипотезу существования античных городов будем на городе Норильск. Этот город официальной историей своего строительства напоминает Санкт-Петербург. И тот были построены на болотах. И тот были построены без дороги, по которой логично завозить стройматериалы. Исторические части обеих городов, несмотря на все трудности, получились красивые, в античном стиле, с большим количеством колонн, пилястр, арок и тому подобных архитектурных украшательств. Также в городе зачем-то строили дома с урнами на крыше. Итак, Норильск. Мы вроде бы про него все знаем. Это город, который расположен 300 километров севернее Северного полярного круга, то есть в условиях вечной мерзлоты. В очень и очень тяжелых условиях. Численность населения более 180 тысяч человек, то есть город достаточно большой. Единственный город в России по добыче никеля и платиновых руд. Мало того, нам даже полностью известна его история. Мы точно знаем, что все было именно так, как написано в учебнике истории. Что в 1920 году на эту территорию приехал исследователь Урванцев, который нашел и уголь, и никель. После этого в 1921 году поставили первый дом, а к 1930 году построили горно-обогатительный комбинат. Вот такая незамысловатая история. Давайте посмотрим на эту историю немного под другим углом. Начнем с того, что экспедицию отправили по личному распоряжению Ленина. Готовить ее начали в 1919 году. В этот момент еще идет гражданская война. До сентября 1919 года на севере продолжается интервенция Антанты. До лета 1920 года на этой территории продолжается сопротивление Белой армии, различных белогвардейских отрядов. То есть, как можно в этих условиях организовать и отправить экспедицию, действительно большой вопрос. Когда Белая армия и Антанта эвакуировались, они забрали все корабли и все, что могло ходить по морю. То есть, по-русски говоря, экспроприировали. Как в этих условиях найти корабль, который смог бы дойти до устья Лены или до устья Енисея? Я тоже не знаю. Ну, допустим, они арендовали у англичан этот корабль. Вопрос: кто финансировал эту экспедицию, остается открытым. С самим походом тоже не все понятно. Представляете, вы заходите в устье Енисея, идете. Потом, как озарение, приходит в голову мысль: вот в этом месте, на левой стороне реки, надо остановиться. Не на правой стороне, а именно здесь. После этого сходите, спускаете с судна лошадей и идете непонятно куда. Лишь бы в том направлении 70 с лишним километров пройти, при условии, что это болото. Проходите 70 с лишним километров, смотрите в одну сторону, о, уголь лежит. Смотрите в другую, о, никелевая руда. Все, экспедиция состоялась. То есть, о чем я хочу сказать? Для того, чтобы найти эти месторождения в 2020 году, человек, который отправляет туда экспедицию, точно должен знать, что там находятся полезные ископаемые. А человек, который туда едет, точно знает, что эти полезные ископаемые там есть. Надо учесть, что если верить историографии, то первые изыскания на этой территории проходили в 1840-х годах. Как раз после катастрофы первой половины XIX века, по версии независимых исследователей. И, как обычно, под руководством англичан. Больше всего это похоже на инвентаризацию после катастрофы.
То есть прошла катастрофа, потом в это место отправили инспектора. Он приехал, зафиксировал наличие промышленных предприятий, домов, других зданий и, допустим, каких-то полезных ископаемых, которые извлекались до катастрофы, и вернулся. После этого прошло 80 лет. По следам первой экспедиции направили другого человека, который провел те же самые изыскания. При этом надо учесть, что место само по себе очень уникальное. С восточной стороны никель, платиновые руды, а с западной стороны, там где болото, угольный бассейн размером всего-навсего 200 на 200 километров. Да, то есть очень удобно. Но если вы начнете изучать такой вопрос, как угольный бассейн, то вы поймете, что сверху угольного бассейна у вас слой известняка толщиной 50 метров. Значит, когда туда пришел Урванцев, ему надо было пробурить шахту глубиной 50-55 метров, чтобы найти уголь в этом месте. Сами понимаете, что никель тоже не лежал открыто на поверхности. То есть ему тоже надо было пробурить шахту, чтобы добраться до никеля, чтобы найти какое-то коренное месторождение. При этом обратите внимание, что если вы начнете изучать состав угля или угольный бассейн в Норильске, то узнаете, что в этом угольном бассейне от 3 до 30 пластов угля. Пласты от 1 до десятков метров. Папоротник погибал в условиях вечной мерзлоты, складировался, засыпался, погружался на глубину, затем всплывал. Причем все это происходило в условиях вечной мерзлоты. И так 33 раза. Кто-то очень удачно в одном месте разместил угольный запас и никель. Очень реально, очень удобно. То есть мы пришли и на всем готовом организовали производство. Что касается тематики предыдущих цивилизаций, то я могу предположить, что действительно первая экспедиция в 40-х годах XIX века и экспедиция Урванцева 1920 года была по местам следов предыдущей цивилизации, либо цивилизации, которая погибла во время катастрофы середины XIX века. Почему я так считаю? Урванцев приплыл в это место на корабле и отправился на поиски месторождений с геологическим оборудованием. Но для того, чтобы ему в этом месте построить дом, штольню и все остальное, требуется лес. В этом месте леса нет. Этот лес надо заготовить где-то в середине Енисея. Ну, давайте считать, что в районе Красноярска. Аккуратненько обработать этот лес и привезти. Первый официальный дом Норильска, как и в Петербурге, это деревянный сруб, который сейчас объявлен музеем. Следующий этап. С 20 по 30-40-е годы в этом месте строится город. Этот город почему-то начинают строить как Санкт-Петербург. Привозят туда колонны, вазы, балюстрады и даже урны для праха. Все делается в таком питерском стиле. При этом надо учесть, вокруг Норильска болото, там глины нету. Есть известняк, но нет глины. Соответственно, все кирпичи везутся с большой земли, либо с Мурманска, либо с Красноярска. Это тот момент, когда в нашей стране не выпускалось ничего. И именно в это время, когда ничего не выпускалось, из этого ничего Советский Союз взял кирпичи, колонны, вазы, оборудование и все остальное, отправил в Норильск и построил так называемый Старый город. При условии, что отсутствуют корабли, которые Антанта украла у нашего Советского Союза. На Белом море у нас не было флота, практически до того момента, как построили Беломорско-Балтийский канал. Только в этот момент у нас флот начал переходить, и мы начали использовать Северный Ледовитый океан. Следующий момент. Доставка туда вещей, продовольствия и всего остального можно осуществить только либо из района Красноярска, то есть по Енисею отправить все это в район Норильска, либо по северному завозу. Надо учесть, что таких кораблей, как современные контейнеровозы, тогда не было. То были маленькие корабли, которые вмещали в себя достаточно малое количество груза, и стоимость доставки просто колоссальная. То есть вопрос о финансировании таких мероприятий – это что-то запредельное. Плюс, если вы посмотрите на город Норильск, старую часть, он действительно очень походит на Санкт-Петербург. То есть все сделано в этом стиле. Представляете, какой объем строительных материалов туда привезли и с какой любовью все это построили? Я касаюсь именно старой части Норильска. Это действительно шедеврально и неописуемо.
Если просто применить логику и понимание того состояния государства, в котором оно находилось именно в 20-е годы, в период строительства первого завода, затем берем строительство основной части города. Было это как раз в период послевоенной разрухи, когда вся страна восстанавливалась. При этом огромное количество средств по морю возилось в Норильск, чтобы там создать город, очень похожий на Санкт-Петербург. Это действительно неимоверный труд. Но остается открытым следующий вопрос. Если в том месте, скорее всего, было какое-то производство, был какой-то город. Он мог добывать руды, обрабатывать их. Все ресурсы для этого есть. Это говорит о том, что климат в тот момент, когда существовал этот город, был совершенно другой. Напомню, что в устье Северной Двины в XVIII веке собирали речной жемчуг, а в Петербурге были сады с тропическими фруктами. Все говорит, что климат на этой территории был совершенно другой. Представляете, какой произошел климатический сдвиг, что старые города, которые были на этой территории, были заброшены из-за катастрофы и последующих климатических изменений, а новые города на этой территории начинают возводиться и создаваться методом огромного напряжения сил и труда большого количества людей и напряжения сил целой страны. К сожалению, не все города у нас еще восстановлены. Скорее всего, информация о других городах еще присутствует, и мы о них узнаем. Единственное, насколько скоро это произойдет, это время покажет. Советую вам посмотреть информацию по угольным пластам Норильска, по пластам металлов Норильска, почитать историю, посмотреть фотографии. Вы действительно будете очарованы этим городом. Место просто шикарное. Правда, холодное. Благодарю за то, что посмотрели. До новых встреч. Пишите, что думаете об этом. Пока.